Друзья, всем привет! Сегодня у нас такое небольшое разговорное видео про гарантию Geely. Назовем его гарантия Geely и точка. Соответственно, что я хочу вам рассказать. Покупая данный автомобиль за весь цикл с 20 по 22 год, интересуясь данным автомобилем, очень многое я действительно узнал и хочу сейчас рассказать вам о данной гарантии на данный автомобиль. Как вы все знаете, с 2021 года уже стали немножко другие гарантийные обязательства выполняться в ваших автомобилях. Например, такие как тормозные диски и колодки теперь входят в гарантию. К сожалению, сейчас у меня нет полной информации, сколько там она действует, но вроде бы 5000 километров она точно есть, эта гарантия, потому что у всех, вы знаете, ведет тормозные диски. К сожалению, они сделаны из очень плохого материала, ненадлежащего качества, который мало того, что скрипит, быстро появляется коррозия по сравнению с другими европейскими аналогами, скажем так, непосредственно по стоимости запчастей, потому что запчасти весьма стоят больших денег. Я имею в виду тормозные диски и колодки, если брать, опять же, оригинальные. И вот, друзья, что я заметил. У Geely Coolray есть 3 сервисных книжки. Вот такая сервисная книжка — это первая партия, потом есть вторая сервисная книжка и третья. Вот за весь цикл производства данного автомобиля. И я хочу вам сказать, чтобы вам было проще пользоваться гарантией, вы просто читайте и руководствуйтесь своей сервисной книжкой, которая у вас на руках. Например, как в моем случае, да, очень часто мне даже дилер говорит, что гарантия на наш выхлоп, да, вы знаете, что у нас резонирует банка выхлопа, и дилер говорит, что на нее гарантия 30 тысяч километров. В моей сервисной книжке написано 60 тысяч километров гарантия на данный момент. Потом, в основном, что самое интересное, если взять технический регламент, да, технический регламент, когда вы обслуживаетесь у дилера, лучше, скажем так, если будут какие-то проблемы у вас с гарантией, да, вы показываете ТО именно по регламенту, который у вас в сервисной книжке. Напомню, что, опять же, сервисный регламент написан у каждого свой совершенно. Поэтому, когда вы будете, допустим, менять такие агрегаты, как катализатор или что-нибудь прочее, дилер может сказать, что что-то определенное вы не делали. Там, не меняли, допустим, антифриз вовремя, да, не меняли свечи вовремя по регламенту. Потому что на регламенте в одном было 20 тысяч замена свечей, на другом 40. Также с антифризом. Я, если бы сделал ТО раньше, то получилось бы поменять антифриз на 30 тысячах километров, но я его поменял на 40, потому что опять регламент поменялся. За 2 года владением автомобиля регламент менялся 7 раз. Вы представляете, мне кажется, ни один автопроизводитель такого себе не может допустить. Ну и, соответственно, вот даже тут цены, вы сами знаете, что батареечка в Aero GLONASS, замена регламента каждые 36 месяцев, и стоит она порядка 10 тысяч рублей. И, например, я на 3-м ТО от этого отказался, чтобы, просто, сами понимаете, сэкономить копеечку, потому что это не нужно. Как мне, так и многим. Так что, друзья, обязательно, если у вас какие-то гарантийные случаи, подкрываете книжку и показываете дилеру все, что у вас написано. Это ваше доказательство. Также доказательства ваши заказ-наряды. Обязательно их сохраняйте. Это будет большим плюсом как и при продаже автомобиля, так и при гарантийных случаях, потому что действительно, если проходить ТО у дилера, даже если оно стоит бесконечных цен, все равно вы сможете показать те заказ-наряды, то масло, которое залил дилер, да, будет все прописано. И самое главное, печати. Просто будет проще, потому что я понимаю, что с гарантией именно марки Geely придется попотеть, чтобы реально отстоять свои права. Но опять же, я все жду, пока у меня пробег 42 тысячи, когда у меня навернется катализатор, потому что, в любом случае, уже всех, с кем я общаюсь, они все поменяли катализаторы на пробеге примерно от 5 до 30 тысяч километров, пока у меня это еще не бомбануло, и это я имею в виду про первую партию автомобиля. И, как, кстати, говорят дилеры, желательно не заправляться бензином с присадками, чтобы у вас катализатор не выходил из строя. Я лью обычный чистый 95-й бензин на Лукойле либо Газпроме. В зависимости от карт лояльности, скажем так. Далее, что мы идем? Что я хочу вам сказать?
По поводу автомобиля. Да, действительно, друзья, сейчас я протестировал Geely Coolray 22 года, и я прям удивлен. Коробка даже на тестовом автомобиле работает превосходно, и даже я бы сказал, что лучше, чем моя. Это прям парадокс для меня и открытие, потому что сколько ты садишься на тестовые автомобили, в том же каршеринге, в том же представительстве, совершенно они, редко они будут работать адекватно именно по коробке трансмиссии. Здесь сейчас я поменял на 40 тысячах масло, и все равно даже эта затея, этот момент не смог сделать идеальную работу так, как работает коробка в новых партиях Geely Coolray. Я просто прям был поражен действительно этому моменту, потому что автомобиль едет как на вариаторе. И вот один из автомобилей, который я тестировал, это Exit LX, к которому у меня нет вопросов по коробке. Когда тестировал Chery Tiggo 7, у меня были вопросы, 7 Pro, у меня были вопросы по коробке. В Exit LX нет вопросов, хотя там одна и та же коробка. Очень странный момент. Ну и, конечно же, кресло в новых партиях намного удобнее сидеть. Но я как-то уже к этой посадке привык. С моими дополнительными аксессуарами тоже, в принципе, стало привычнее ездить и намного удобнее, чем было раньше, изначально, когда автомобиль вышел в первом партии, в обычном исполнении с завода. Также, кстати, друзья, в новых партиях уже не свистит вот эта стоечка. Здесь я прошумоизолировал, все там сделано очень даже хорошо. Но Coolray моей партии едет, как ни крути, шустрее и набирает скорость. Двигатель работает по звуку иначе. Ну и, в принципе, такое ощущение, что автомобили совершенно разные. Ну и подвеска, конечно же, на 30% лучше. И даже сейчас у меня на тесте Atlas Pro, там подвеска на переднем автомобиле, на переднем приводе такая же, как на моем Coolray первой партии. Она такая же дубовая. Я прям в шоке. Coolray в новых партиях мне понравился по подвеске намного лучше. Это лирика, отступление от гарантии. Ну а в целом, друзья, отстаивайте свои права. Желаю вам удачи в эксплуатации ваших автомобилей. Ну и, конечно же, следите всегда за обновлениями. Также пользуйтесь клубными сервисами, клубными закупками, например, тем же самым Geely, потому что там вам подскажут, в каком дилере можно сэкономить денежку на ТО. У каждого клуба есть свои какие-то партнерские акции, и всегда это будет дешевле, чем ехать на сервис именно не как обычный человек с улицы. Потому что обычно там идет большая маржинальность, через клуб чуть-чуть ниже стоимость, и, конечно же, через автоспот тоже можно выгодно записаться на ТО. Это не реклама, сам я не могу попользоваться автоспотом, потому что мне выгоднее приехать в АСЦ Дубровка, они мне по клубной скидке делают ТО. В общем, друзья, всем огромной удачи на дорогах. Вот такая лирика про гарантию просто уже реально накипела. Ну и самый главный момент, друзья, если вы хотите купить любой белорусский автомобиль в Беларуси, именно Geely, да, новый, то имейте в виду, сейчас Geely Motors, именно официальное представительство, изменили гарантийные обязательства, и теперь гарантия не будет действовать именно на территории РФ, если вы купили автомобиль в Беларуси. Напомню, там 4 года гарантии и 100 тысяч километров пробега. В таком случае у вас она не будет действовать на территории Российской Федерации. Вот такая вот проблема, такое все необычное изменение в не лучшую сторону, но вот власти Беларуси сделали зато цены на автомобиль намного ниже, чем они стоят в Российской Федерации. Сейчас вы все знаете, что цены слишком завышены. И вот, например, скоро выйдет видео про Дениса, и он расскажет, почему он продал автомобиль и что же он купил за цену нового Coolray. Что можно купить из интересного спортивного автомобиля за такую цену. Я думаю, вам будет очень даже интересно. И последний момент про Geely Atlas Pro, также касаемо гарантии данный автомобиль. Как все знаем, когда они вышли в максимальной комплектации, там был гибридная установка. Но этот гибрид, на удивление, если его эксплуатировать, точнее, если батарея перестает работать, сам автомобиль нельзя эксплуатировать без гибридной установки. Отключить не получается. Официальное письмо от Geely: только ехать к дилеру, авторизованному дилерский центр, чтобы они вам заменили по гарантии эту батарею. Самое интересное, на нее
36 месяцев вроде и 60 тысяч пробега, если я не ошибаюсь, гарантия. И это действительно такой значимый момент, потому что у одного из владельцев атласов уже начались такие проблемы. И представляете, если вы поедете, например, в Казахстан, в котором нет официального сервиса Geely или любая страна, и вы так можете попасть. Так же, в принципе, как и с Geely Coolray. Поэтому, друзья, гарантия – это такой вот основной подвох в покупке автомобиля именно Geely с Navya. Вот такие есть подводные камни, и даже раньше легко и просто заднюю часть крышки багажника перекрашивали от прыщиков, которые заводской имеют дефект, что на китайских покраске, что на белорусской. И, кстати, белорусская покраска однозначно лучше, чем китайская покраска. Это я вам говорю как владелец китайской покраски. И, друзья, успехов вам и до скорых встреч. Пока.